Популярное тревел-шоу возвращается. Новый сезон. Новые ведущие. Идем попробуем залезть в толпу. У меня нет слов. Новая реальность, в которой все мы оказались. «Орел и решка. Новая жизнь». Каждый уикенд Эдуард Мацеберидзе А где бесплатно, там вот это вот присутствует всегда. и Соня Шац Это вообще легально. Я такого в жизни не видела. отправляются в новую страну, чтобы понять, а можно ли в ней пожить подольше. Оказалось просто самым благоприятным городом для иммигрантов. Всего лишь 2 евро, и ты смотришь на Каны с высоты птичьего полета. Ну, очень низкого птичьего полета. Прыжки с пирса. Бесценно. Это были лучшие и самые дорогие 15 минут в моей жизни. «Орел и решка. Жизнь продолжается». Погнали жировать! Что надо говорить вначале? Это «Орел и решка. Новая жизнь». Да. Всем привет. Всем привет, мои любимые и дорогие зрители! Это «Орел и решка. Новая жизнь». И мы в Риге, в городе, который входит в топ-100 городов мира по качеству жизни, между Серьезно? прочим. Да. Все, дайте мне золотую карту, я проверю его качество. И только что, друзья, мы с вами увидели победителя в рейтинге самых самоуверенных мужчин. Эдуард Мацеберидзе. Уже серьезно? Спасибо, как приятно. Я посвящаю эту победу себе. Итак, Неудивительно. Орел? Решка. Молодец. Вот, получается, орел. Не благодари. Тем более ты и не благодаришь. Увидимся. Пока, Сонечка. Я буду не скучать по тебе. Не сильно. Рига – столица Латвии и крупнейший ее город. Раньше Латвия была страной, из которой уезжали. Сейчас же это место, куда активно переезжают жить. В 2023 году в Латвию переселились 240 тысяч иммигрантов. И благодаря им население страны впервые за 33 года начало расти. Многие из приезжающих, конечно, едут в Ригу, чтобы покорить столицу. И сегодня мы одни из них. В жизни простого иммигранта могут меняться страны и города, но первый шаг по приезду остается неизменным. Обмен денег на местную валюту. Дальше думаешь, как выбраться отсюда и попасть в город. Но в самом большом аэропорту Латвии вариантов немного. Точнее, всего один. Если не хотите платить 15 евро за такси, автобус номер 22 довезет вас всего за 1,5 евро. А если билет не купили заранее, его можно взять в автобусе, но уже за 1 евро 81 цент. А такой, как я, не просто едет в Ригу, он въезжает. И не на каком-нибудь автобусе, а в комфорте. Mercedes S-класса. VIP-трансфер с личным водителем. 20 минут я уже в сердце всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вам мой старый город? Люди пешком идут. Сразу Соню вспомнил. Как она там?
Друзья, это «Орел и решка. Новая жизнь». И мы в Лувре. Шутка, мы в Риге. Ладно, нет, мы в Лас-Вегасе. Мы все еще в Риге. Такая вот фокусница. Что ж, первым делом нужно узнать, чем живет город сегодня. И об этом мне расскажут твои друзья. За моей спиной находится огромный волонтерский центр, который называется Тави Драуги. И я предлагаю нам вместе пойти узнать, чем они тут занимаются, что там внутри находится и вообще, как это все устроено. Ой. Рабочие процессы никто Да, не відміняв. правильно, все правильно, конечно. На палетах розміщені у нас пожертви, які нам предоставляють якісь організації, не лише з Латвії, а й з інших країн. Пакетики невеликі, якісь коробочки – це все, що приносять нам пересічні громадяни Латвії. В коробці ми вже тоді сортуємо, наприклад, дитяче харчування, якісь там горішки для ЗСУ, для хлопчиків, для наших. С 2013 года организация помогала семьям в Латвии, а с 2022 расширила свою деятельность, поддержав более 40 тысяч украинцев, которые покинули свои дома из-за войны. Татьяна – одна из них. Ми 4 місяці пробули в окупації, тому я вже прийшла. Люди тут працювали просто цілодобово. Без вихідних, без перерв, ночували прямо тут. І просто пакети люди, такі пересічні люди, громадяни сюди приносили, віддавали. Стояв стол такий і просто ноутбук один, і куча людей, які тут Я вас поняла. Вот ты условно прибыл в Ригу, ты только убежал от войны, например. Что тебе делать? Вот тебе нужна помощь. Просто приходить прям к вам по адресу. Ми консультуємо людей, куди піти і як подати документи. Перший пункт – це у нас центр біженців. На Палес 9 він знаходиться. У нас є свій телеграм-канал, де також іде повністю інформаційний простір для українців. Бувають дуже багато з інвалідністю приходять, і люди не знають, що тут можна підтвердити свою українську інвалідність, наприклад, і отримувати всі ті пільги, які отримують латиші. Да. Ну, тобто дуже багато нюансів, і це все потім докупи складаємо і подаємо людям інформативну таку інформацію. Также Тави Драуги помогает иммигрантам влиться в общество, устраивая разные активности для детей и взрослых. Людям не вистачає просто спілкування. Особливо бабушки наші, які приходять, і їм нічого не потрібно, лише б з ними так балакали. А если ты хочешь помочь, можно прийти Просто сюда люди приходять в наші робочі дні, там у кого є годинка, наприклад, зайва там в день, хтось на цілий день робить зайнятість. Вы чувствуете вообще поддержку от страны? Дуже. То есть, да? Дуже. Это очень классно. Мне Дуже, кажется, да. это очень важно. Це... Вот у нас есть такая семья латышей, которые вот просто взяли нас за руку и ведут до сих пор. Потрясающе. У меня мурашки вот так Да. вот все просто. І я дуже рада, що не лише нам так пощастило, бо таких людей дуже багато. Це вже така велика родина, яка і тут стараються допомогти, і стараються допомогти там в Україні якось. І це все таке злагоджено вже одне велике колесо, яке вертиться, і ось так. Я продолжаю исследовать жизнь города своим проверенным методом. Заметил, что если на город смотреть из окна дорогого авто, то город становится чуточку красивее сразу. Что еще узнал? Улицы здесь с говорящими названиями. Например, та, где находится посольство России, это улица независимости Украины. Хорошее название. Классно переделали. Нравится. Солнышко сразу выглянуло. Рига – невероятно красивый город. Едешь и едешь, а красота вокруг не заканчивается. Устал я. Но за городом тоже есть на что посмотреть. Можно даже очутиться в Зазеркалье. И я как раз собираюсь это сделать в эксклюзивном отеле Seven Mirrors. Старый город – это исторический центр Риги, где чувствуешь себя в Средневековье, хотя вокруг современный мир. Башням и домам здесь сотни лет, и, кажется, они соревнуются, кто красивее. Все это прекрасно, но ночевать под ними не хочется.
Поэтому нужно заранее позаботиться о жилье. Из всех мест, где я была, где мы были с Орлом и Решкой, Рига оказалась просто самым благоприятным городом для иммигрантов, потому что здесь невероятно низкие цены на посуточную аренду жилья и на долгосрочную. И сейчас я иду в Airbnb, который я сняла за 29 евро за ночь. Я не знаю, видели ли вы такие цены, я лично нет, поэтому у меня уже руки чешутся узнать, что там внутри. Итак, для начала квест. Найди ключ в мусорном баке. Ну ладно, не в мусорном баке. Здесь есть вот такой вот сейфик, и в нем лежит мой ключик. Ту-ту-ту. Момент истины. Запах, как у бабушки в подъезде прям. Ну, тут уже коридор даже не на 29 евро. Вы что, гоните? Так, разуваемся все. Это моя квартира. Тут, чтобы это... Ага, спасибо. О, офигеть! Это просто бомбяо. Посмотрите, какой ремонт. Посмотрите, какая кухня. Сколько шкаф... А, это холодильник. Вы гоните? Робот-пылесос? В описании говорилось, что квартира рассчитана на 4 человека. Да тут 20 таких, как я, поместится, если не больше. Так, это, видимо, тут я буду спать, оно раздвигается. А, тут есть еще дверь. Боже, если там еще что-то есть. Там еще что-то. Это я не тут буду спать, это я там буду спать. Ай, она огромная. Посмотрите, какая кровать! Нет, ну это просто, это что-то на очень богатом. А может, мы что-то не так поняли? Может, это у меня золотая карта? А где тогда живет Эдик? Пока кто-то пытается выжить на $100 там, я потратил плюс-минус 300 евро на то, чтобы насладиться тишиной. Слышите? Так звучат 300 евро. А так звучит комфорт. Ой, какая красота. И вид прекрасный. Да, так и думал. У меня есть сауна. Прямо в номере. Это удобно. Не зря это место назвали «Зеркальный дом мечта». Действительно, это стеклянный кайф класса люкс прямо у реки Даугава. Мне очень нравится концепт. Далеко от города. Отдельно стоящий домик, маленький, с прозрачными стенами. Или стенами. За 300 евро стенами. И здесь так тихо, что начинаешь открывать для себя новый мир. Как будто в церковь сходил только что. А ну-ка. Мечта. Это еще далеко не все, что я могу позволить себе с золотой картой. Холодненькая. О, 28 градусов, как я люблю. Не за что, рыбы. О, муравей! Ага, все, купил. Свой муравейник теперь у меня. Но, как говорится, этим сыт не будешь. Хочу есть. А где еда? Правильно. Пора возвращаться в Ригу. Друзья мои, не могу не поделиться этим шикарным местом с вами. Ребята! Все сюда... Нет, не действенный способ. Но я знаю способ получше. Я поделюсь этим местом в приложении Relife.
Релайф — это социальная сеть для иммигрантов, цифровых кочевников и путешественников, которая делает жизнь в новом городе не только проще, но и интереснее. Всего пара кликов, и вся Рига знает, где искать роскошь. Делитесь интересными местами и моментами, а Релайф поможет монетизировать ваш блог до 100% от рекламной сети и платных подписок на ваш контент. С Релайф иммиграция — это не страшно, а весело и удобно. Используйте промокод РИГА и получите скидку 50% на годовую премиум подписку. Промокод действует 90 дней. Скачивайте и наслаждайтесь. Вот я наслаждаюсь. Ох. Настало время обеда. И хочется что-нибудь такое вкусненькое, бюджетненькое перекусить. Поэтому мы идем и спрашиваем местных коренных жителей, где в Риге можно вкусно поесть. А вон там мужчинка такой молодой, может, мы к нему подойдем? Здравствуйте. Sorry, do you speak Простите, English? вы говорите по-английски? Почему по-английски? Несмотря на то, что четверть населения Латвии русское этническое меньшинство и 40% жителей Риги знают русский, не все хотят на нем говорить. Для многих он ассоциируется с советской оккупацией и войной в Украине. Вы можете посоветовать мне место, где я могу перекусить? Извините, я без понятия. Первый день здесь. Окей, Я поняла. турист. Что с него взять? Вы турист? You're tourist. Макдональдс посоветовали девчонки, потому что они тоже не из Риги. Нужно искать местных. Ну вот же он, человек, который точно повидал жизнь в Риге. Во всяком случае, об этом говорят его крутые очки. Перекусить? Yeah. Розенграус. Розенграус? What is Это that? что, It's a ресторан? Да, это ресторан. Okay, Поняла. and maybe something А like может быть, вы знаете budget, что-то because I более don't бюджетное? have money, У меня you know, сейчас tourist. с деньгами туго. Лидо. Я Лида. Отлично. Thank you so much. Спасибо огромное. Чика-чау. Вот так вот, друзья, находятся места. Просто люди. True people of Riga. Добрый день, господа. Это Розенграус. Розыгрыш. Мне, значит, сюда. Матерь Божья. Камни. Историческое событие. Самый старый ведущий «Орла и решки» в самом старом ресторане Риги 13 века. И вот доказательства. Средневековый колодец и остатки городской стены 1201 года. Я хочу вкуснятины и немного страданий. Поэтому один луковый суп, рульку и кролика. И кролика даже. И а что нет? И вы будете один. Да. Представляете, хоть какие у нас порции? Это же все-таки средневековье, да. Как говорил мой дед, бабки есть. Хорошо, будет сделано. Итак, победитель уличного опроса – Лидо. И это не просто бюджетное место. Ну вот оно, столовка. Пиво, пожалуйста, сидр, орешки, всякие закусочки. Боже, посмотрите, это чесночные греночки. Посмотрите, в какой они коробочке. Посмотрите. Но хочется чего-нибудь другого. Уже чувствуется этот аромат. Хочу вот сюда, потому что тут начинаются блинчики. Thank you. Спасибо. Посмотрите, какой! Боже, это лучший запах в мире. Ну и цены просто огонь. Могу себе позволить буквально все. Макароны по-флотски! Вот это традиционная еда. Это? Мне что-то сказали попробовать. И это что-то латышское национальное блюдо. Серый горох с беконом и луком. Пару ложек, думаю, будет в самый раз. Спасибо большое. Посмотрите, сколько еды. За это 7 евро 30 центов? Правда? Окей, Ну now что ж, that's теперь finished. все. Вы видели такое? 8 евро 30 центов. Я в шоке. Ваш домашний хлебушек. Вот это? Тряпочка, как на балах раньше подавали. Серьезно? Ни разу не был на балу. И ваш луковый суп в настоящем средневековом миниатюрном котле. У вас есть поварешка. Я всегда думал, что поварешка — это человек. В данный момент нет.
мне было интересно попробовать, что такое луковый суп. Не поверите, суп из лука. И пахнет луком. И такое ощущение, что кроме лука здесь больше ничего не добавили. Я был очень скептически настроен, но это странно, но это вкусно. Уйди. Ты не платила, уйди. Ладно, в целом еды столько, что можно и поделиться. Так, ну что? Вау, это просто детство. Мама сейчас такая пришла домой, и такая, мне лень готовить вам. И вот это вот сделала, и так вкусно получилось. А сейчас узнаем, что готовят латышские мамы. Скажу честно, мне немножко страшно. Такой, знаете, гороховый суп взяли и жижицу оттуда выловили. И вот осталось. Пахнет беконом. Ну не, нормально, вкусно. Свиная рулька. Ага, И ваша ножка кролика. наконец-то. А то я уже доел почти все. Да. Вообще считается, что в средние века так себе жилось. Нормально жилось. Что, в чем она завернута? О, какая красота. О, боже. И теперь еще быстро. И огурчик. Ой, боже, какая капуста. Просто отвал всего вообще. Mother of God. А я бы рад остановиться, а не получается. Нас не учили останавливаться. Единственное, что меня может остановить, это вот... Боже, как я люблю есть. Ничто не передаст это ощущение, когда ты ешь творог в эмиграции. Отдельная какая-то эмоция, понимаете? В эту передачу кастинг нужно проходить вообще-то. А говорили, не съем. А мы съели. Единственный минус заведения – нет эскалатора, потому что я наелся и пошел дальше. Пора вливаться в местное сообщество. В эмиграции без этого никак. И для этого мне нужны всего две составляющие. Я и, собственно, само общество. Оказалось, что в Латвии сейчас проходит международный чемпионат по дрифту. А там, где дрифт, там, значит, дорого и богато. А там, где дорого и богато, значит, человек с золотой картой. Матерь Божья. Вот это да. Только поднялся, и сразу происшествие. Вылетел человечек с трассы немножко. И, по-моему, он загорелся. О. Не подумайте, это просто то, как поступила бы Соня. А я могу позволить себе гораздо больше. Я сейчас так же буду. Купил себе билетик, мне дали даже шапочку для волос. Вот. Правда, волос нет. И буду так же дрифтить. Потому что слишком спокойная Рига у меня получается, слишком размеренная. А хочется чего-то вот ра-та-та-та-та-та-та-та, уая, вот на все деньги, чтоб... Ай! Вот это вот, понял, да? Да, вот так хочется. Спасибо. Это круто. Это как на коньках,
только на машине. Очень быстро, очень громко. И я понял, зачем нужно закрывать лицо на поворотах, потому что куски покрышек летят прямо в глаза. Водителю 16 лет. 16 лет пацану. Он вот так вот водит. Что я делал в 16 лет? Об этом нельзя говорить перед камерами. Но ничего, даже иммигрант с рюкзаком может стать частью общества Риги. Правда, делать это приходится на улицах города. Две мои любимые вещи. Музыка и бесплатно на Сити Джаз Рига. Идеально, просто идеально. Все, ребят, я с дороги. Пойду, значит, в сауну. Увидимся завтра. Порт-Андриоста – место, куда по вечерам стягивается молодежь города. И сегодня я здесь, чтобы с кое-кем встретиться. Спасибо тебе, что уделил минутку своего Спасибо, времени. что пригласила. Драгоценного. Кто не в курсе, это Эвалд Дукуль, латвийский ведущий и журналист. Я знаю его по интервью с эмигрантами, где они обсуждают жизнь после переезда в Латвию. Твои последние интервью, и там было много про язык. Да. И мне кажется, это очень важная тема вообще в эмиграции. Я первый раз в Риге, но у меня вот было стойкое ощущение, что здесь вообще просто вымер русский язык, на нем нельзя разговаривать. И я, собственно, сюда сейчас ехала с ощущением, что так, мне нужно переключиться, наверное, на английский. В Латвии очень острый вопрос стоит по поводу русского языка. Я прекрасно понимаю украинцев, которые отказались от русского языка. Я прекрасно понимаю латышей, которые отказались от русского языка. Но это дело каждого. Это личное дело каждого. Ключевое слово — это личное. Это понятно, господи, это, конечно, понятно, что нужно знать латышский язык. Я вот сам из Даугавпилса. Это самый русскоязычный город в Латвии. И второй по величине город в Латвии. Где нам учить латышский язык? Хорошо, родители были дальновидны. Они меня отправили в латышский детский садик и в латышскую школу. То есть латышский язык я знаю идеально. Но когда ты выходишь из здания школы, ты все равно разговариваешь на русском языке. Нет возможности практиковать этот язык латышский. Да. Я хотела тебя спросить, как жителя Риги, вообще какое твое отношение к людям, которые сюда приезжают? Как иммиграция влияет на просто обычного местного жителя? У меня очень много стало украинских людей вокруг. И очень много стало украинских друзей. С одной стороны, это очень круто, что у тебя вокруг теперь такие клевые. Не наконец-то, что у тебя такие клевые. А еще? Еще. Да. Но с другой стороны, я понимаю, что они бежали от чего-то. Им нехорошо. И эта война, возможно, показала истинные какие-то лица. Но у меня есть друзья из России. Они против войны. Они против того, что происходит сейчас в Украине. Они бежали оттуда. Они прекрасные люди. И это настолько несправедливо, когда кому-то приходится покидать свой дом ради того, чтобы высказать какую-то свою позицию. Полностью поддерживаю тебя. То я тоже знаю немножко историю, поэтому... Да, я сейчас еще просто на таком эмоциональном нерве, потому что у нас там свои происходят движения, и сегодня достаточно... Ой, все, сейчас плакать буду. Короче, важный день. Но, да, это, короче, все сложно. Но здесь очень как-то welcoming, я бы сказала. И очень приятно находиться. Ладно, вытираем уже слезы. Вытираем. Скажи, пожалуйста, ты сегодня по-бедному или по-богатому? Я по-бедному. Я тебе предлагаю... Это ничего не говорит о тебе. Я тебе предлагаю посмотреть немножко на настоящую, не туристическую Ригу. Ну, наконец-то. Самое главное. Класс. Едем. Из одного крутого молодежного места мы с Эвальдсом перебрались в другое – заведение «Ласка». Говорят, 3 заветных слова – это «я люблю тебя».
Но в эмиграции они звучат иначе. Я угощаюсь сегодня. Правда? И все, и бесплатно, друзья! Это центр креативной жизни города. Обычные здания превратили в арт-пространство и кафе, где теперь собирается молодежь на фестивале и вечеринки под открытым небом. И так в мою жизнь внезапно ворвался новус – смесь бильярда и кёрлинга. Кстати, это чисто латвийская игра, которую больше нигде не встретишь. Этот вечер точно особенный. И такие моменты я сохраняю в памяти навсегда. Друзья, ну просто потрясающий день в Риге. Мне, честно, очень нравится. Я не знаю, что меня ждет завтра, но пока что это восторг. Вкусно, дешево. Напомню, что я вешаю свои вещи в шкаф, который стоил мне 29 евро за ночь. Очень приятные люди, прекрасная, красивая архитектура, поэтому нужно как бы отдохнуть, набраться сил. Так что, друзья, встаем, выходим, потому что сейчас уже другая передача начинается, и я с вами вот на это контракт никакой не подписываю. Я вот когда «Орел и решка» раньше смотрел, мне всегда было интересно. Вы всю ночь здесь стояли, что ли, или что? Ну, час стоим. Ты час здесь стоишь? Ай, какая красота. Как солнышко светит. Привет. Если у богатого иммигранта есть деньги в Риге, он тратит их в Юрмале. Почему? Все просто. Это место для роскошного отдыха с шикарными пляжами, дорогими ресторанами и активными развлечениями. Ну что ж, сейчас проверю. Я примчался в Юрмалу, чтобы походить немножечко на шикарной яхте. Нет, не на этой. Это я для Соньки взял, а у меня намного шикарнее. Эдуард. Капитан, какое красивое имя. Так, есть какие-то правила, как входить? Не упасть в воду. Все, это правило мне подходит. Куда мы идем? Лево пойдем, в сторону моря. Так, Глянем устье. как тут красивенько. Тихо, спокойно. Нравится. Давно занимаетесь этим? Лет 10. Вот что должно произойти в жизни, чтобы ты вот сидишь такой дома и такой, яхты, капитаном буду. Это произошло не дома, это произошло на катере. Да? Понял, что катер не мое. Ага. Да и на катере в море не выйдешь. Насколько дорогое это удовольствие содержать вот такую штуковину? А в принципе, как ягуар. Как ягуар? Да. Ну, приятно, когда думаешь, что я точно знаю цену ягуара. Можно тогда фендера поднять. То есть, Что можно сделать? Вот эти подушки, которые висят. Потому что это плохой тон. Мы за эстетику. Юнга Эдуард. С первым заданием справился. Все, теперь я боцман. А там просто какая-то будка строительная. Раньше на ту стоял, после урагана. Ну, теперь там очутилась. Что ж, главное, чтобы нас не унесло туда же. Ребята, рулим прямо. А не сильно важно стою, нет? Нет ощущения, что я прям стал чуточку, как будто осаночка поправилась немного. Вот так вот. Не, ну это прикольно. Практически Джек Воробей. Не видно Соньку. У меня с рюкзаком сегодня один план – провести день с пользой.
Тави Драуги, в волонтерском центре, где я была вчера, как раз день выдачи молочных наборов для украинцев. Я решила помочь. Сегодня я напарник Ирины. Она из Украины. Приехала сюда, чтобы поддержать мужа. Он военный, проходит реабилитацию в Латвии. А Ира помогает здесь, когда может. Как вам Рига вообще? Вот для наших, кто переехал, кто многие рассказывают, что здесь намного легче для адаптации. Никто не говорит, что прям легко и запросто. Кто понятно, приехал, да. но намного легче. Ну да, это, мне кажется, очень важно. Ты так в стрессе находишься еще. Да, потому что первый месяц, когда приезжаешь, от любого звука, в коридор бежишь по инерции, это стресс, это реально стресс. Ты дергаешься от каждого звука. В принципе, ничего. Все, дякую. Спасибо. Это еще Юрмала. А с левой стороны это Рига. Из-за этого я поменял Катя на я. Да, это красиво. Умиротворяет. Вообще кайф. Не хватает. Сдует шапку, держи. Не сдует. Вы не представляете, насколько крепко она на мне сидит. Смотри, нас сдувает. Да? Это хорошо или плохо? Ну, мы теряем курс. Эва как нас разворачивает? Потому что ветер дует в борт, Ага. и борт работает как парус. Всегда мечтал крикнуть «поднять паруса», и паруса подняли, а я пропустил момент. Можем свернуть и развернуть, что? Как говорит моя жена, уже не надо. Но я же не моя жена. Так, ну что? Все шикарно. Вот, а мне говорили, не пригодится тебе рок-музыка в жизни, Эдуард. Знаете, сколько я шнуров скрутил за свою жизнь? Но одного меня еще пока рано отпускать. Потому что потом следующий ролик будет о том, как человек 72 дня выживал в открытом море. А тебе это не грозит здесь. Я не выживу, да? Ну, в устье около метра глубина. То есть пешком пройти можно. А вот такие вот баржечки, это люди там живут или это просто кто-то пришвартовался? И для себя, и для других. Друзья мои, знаете, что я понял? Вот до Риги как-то я был все время на нервах, что-то как-то тревога какая-то была. А потом осознал вдруг, что лучший психолог для человека – это золотая карта. Как-то сразу ушла тревога, спокойнее стал. Соня тоже ушла куда-то. За моей спиной находится здание Латвийской академии наук. И прямо наверху есть смотровая площадка с потрясающим видом на город. Но вход туда стоит 8 евро. Соответственно, я вот здесь вот остаюсь, а вот эти шикарные виды я, к сожалению, не увижу. Но увижу другие, не менее прекрасные. Для этого далеко ходить не нужно. Выходишь на любую улицу, и вот оно. Это, например, дома первой половины 20 века. Дачей пахнет. А если устали ходить, вот вам лайфхак. Можно бросить кости прямо возле одного из них. А это Агенскалнский рынок, один из старейших в Риге, построенный в начале 20 века. Я такие томаты 2 года не видела. И не ела. Пожалуй, самое время это исправить. В Риге находится место, от названия которого уже текут слюнки, потому что называется оно борщ. И это ты сейчас врежешься в машину. Открыл его житель Риги. Здесь можно поесть традиционную украинскую кухню. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, борщ с пампушками? Да, супер. Прекрасные цены. Мой бюджет.
Который час? О, боже мой, время посещать грузинские рестораны. Потому что уже чувствуется прям нехватка в крови грузинской пищи у меня. И кто бы мог подумать, что именно в Юрмале я найду грузинский ресторан. Погнали. Как красиво. Кинза. Место, где Юрмала встречается с Тбилиси. Ароматы хинкали, хачапури и атмосфера нашего грузинского гостеприимства. Добрый день. А я думаю, что мне меню не нужно. Грузинский ресторан? Да. Нужно много, красиво, чтобы я не съел столько. Вы знаете, вы правильно приехали тогда. Вам надо обязательно попробовать хинкали. Повар сделать ассорти, чтобы вы все попробовали. Да? Супер. Сочный бульончик. Что еще? Я хочу. Итак, вы хотите хачапури. Это же... Конечно. Я посоветовал бы харе ягненка новозеландского. А закуски? Есть грузинский салат, Вот есть его. кахетинский салат. Давайте 2 салата. Согласен с вами полностью. Пхали. Пхали, обязательно. Вот. Чтобы вы все попробовали. Переговорщиком никогда не работали? Знаете, Попробуйте. по поводу Да. вина. Побелее и по суше. Белее. А, белое вино, да? Да. Я краем уха слышал, что у вас есть человек, который разбирается в винах. Сомелье, да. Прям настоящий. Настоящий сомелье, действительно, с Грузии, который... вот- Все. Давайте его тогда. Хорошо. Тяжело это все-таки. Большие деньги, большая ответственность. Соню вспомнил. Бедная девочка. Извините. Да, спасибо большое. Да. Будь ласка. Спасибо большое. Ой, спасибо. По-моему, так выглядит райский поднос. Посмотрите. 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 И все это сейчас он так проникнет внутрь меня, и я буду самой счастливой. Просто идеально. Мне аж плакать хочется, насколько это вкусно. Восторг. Может, есть у вас какое-нибудь кулинарное шоу еще, где только есть можно? Я готов. Я готов наслаждаться жизнью. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Никола Стинашвили. Вы сомелье? Да. Вы давно здесь живете? Я уже 5-й месяц живу в Латвии. Родился и вырос в Тбилиси. Серьезно? Да. И как вам здесь живется? Прекрасно. Мне очень нравится страна, люди, море. Ландшафт здесь как-то ровнее, да? Да. Я продвигаю грузинское вино. Я почему-то сразу начал вам верить. С блюдами, которые вы выбрали, я бы порекомендовал элегантные красные вина с нашей резервной коллекции. Прекрасно. Грузины, какие приятные люди, а? Ваше вино Саферави Limited Edition 2020 года «Легенда от Марбану». Они выиграли Мундус Вини. Мундус Вини, так сказать, Оскар в винном мире. Это самый престижный винный фестиваль. Ну, круто. Мне большая честь предоставить вам такое вино. Ой, домом пахнет. Эдик, папу позови, а папа спит. И вот так пахнет. О себе. С удовольствием. Я хочу пожелать вам ментального мира. И как бы время не менялось, мы всегда будем встречать добрых людей. И это самое дорогое, что с нами происходит. Чертовски вкусно. И оно будет еще раскрываться. Очень похоже на наш характер. Надо время, чтобы еще. Ну, мы подождем. Девчонки, вы зря мимо проходите. Все тут, что вам нужно. Это настолько вкусно. Я сейчас это доем сначала, а потом у меня есть уникальная возможность пообщаться с владелицей этого кафе. Если сейчас на меня упадет зонт, и я умру счастливой. Мамочка моя бы гордилась мной. Я буду есть супчик. Боже мой, 100 лет не ел харчо. Какой это кайф. Еще? Еще. Я только начинаю потихонечку. Замечательно. Это лобио. Так. Ассорти из пхали. Это замечательно. Соленья.
Что же за грузинский ресторан без свежих овощей? И это все еще не хинкали, я понял. Цыпленок табака, ассорти из соуса. А ведь застолье еще даже не началось. Это не перестает удивлять меня. Никогда. Какая красота. Я уже наелся. Здравствуйте. Лабден, добрый день. Могу потерять трюфель, если хотите, на хинкале. Обязательно. Идем тоже туда, да? А как я могу отказать вам? Это У. Уважение. Г. Грузины. Давно вас не было. Я скучал. Хачапури. Нет слов. Одни междометия. Ой, мама. Посмотрите, какой красивый. Это потому, что я хинкали ел всю жизнь. У меня очень важный вопрос. Кто делал хинкали? Хинкали лично я сделал. Легкая обнимашка. Мне кажется, или я уже немножечко пьян? Нет, мне не кажется. Остановиться невозможно. Это все мне? Грузинский шашлык. Стейк ирландского говядины, Херрифорд. Издеваетесь надо мной, да? Ладно. Гарнир будет валаван с грибами лесными. Шеф-повар сам собирал. Меня уже зрение покидает. Не то, что место в желудке, но я пока еще держусь. Это килограммовый, да, наверное? Где-то. Десертик. Шеф-повар сам специально готовил. Боже, какая красота. Хотел сказать, чтобы я так жил. А я, собственно говоря, так и живу. Я теперь понимаю этих инстаблогеров, которые фотографируют еду и выкладывают. Но вот как это? Это же как ребенок. Или нет, я не знаю. Может, и странная аналогия. Я еще не скоро смогу вернуться к тому, чтобы снова что-то есть. Все. На пике, так сказать, ушел из большого спорта. Знаете, для многих грузинский ресторан – это способ пойти и попробовать для себя что-то новое. Для меня же грузинский ресторан, как для иммигранта, это в первую очередь способ вернуться домой. Не хватает только мамы и папы рядом. Ёбаный Путин. Чтоб ты нахуй сдох. Время узнать секрет места, на открытие которого пришло так много людей, что борщ с пампушками закончился раньше, чем пришли все посетители. Знакомьтесь, Инга. Мне очень хотелось узнать, как это все создавалось и в чем была идея. Создатель этой идеи всего был Гирт Славинч. Кафе тут было уже давным-давно, Стокпот. Его в Латвии очень любили. Начался ковид. Это место закрыли на паузу, как бы дождаться лучших времен. И тогда началась война. Линду, которая была Стокпот, познакомилась с Гиртом. И они договорились, что она дает возможность ему помогать украинцам, дать им место работы. И люди, которые сюда приходили уже, они тоже давали пожертвования, которые отсылались в Украину. Я правильно же понимаю, что все, кто здесь работают, это украинцы? Все украинцы, да, и все, которые прибежали сюда в поисках спокойного места. И они эту работу полюбили, и место полюбили, и все это делают как бы от души. Просто низкий поклон. Это было очень вкусно. Спасибо. Очень рада, что вы нас посетили. Спасибо большое. Кайф. Снова пришлось бахнуть бутылку вина. Но очень вкусно. А вот это вот, ребят, еще вкуснее. Зарою. Чувствую себя котиком. Бедный хомячок. Чтоб не подумали, что я тут прячу денежку. Ищите бутылку напротив Латвийской национальной оперы. В зеленой зоне. От памятника Джорджу Армитстеду пройдите 13 шагов по дорожке слева. Сокровище будет справа в земле. Вот такой огромный один шаг. Ничего, я за $100 и больше делал. Потрясающий день, насыщенный, прекрасная Рига, прекрасный город. И мне кажется, нужно заканчивать красиво. Поэтому водичка, релакс,
птички, закат. И я на сапе. Поплыла. О, боже. Господи, как страшно. А что так быстро? И знаете, о чем думаю? Плыть на сапе – это как путь иммигранта. Сначала ты делаешь неуверенные шаги. Все новое пугает. Утка! Ты ищешь причину, почему все идет не так. Мне кажется, я слишком далеко села. Вот в чем проблема. Или, может быть, течение. А что, если лечь? Где волна? Мне нужен лайнап. Тем временем жизнь иммигранта подкидывает новые испытания. Блин. Главное испытание – страх. Примет ли тебя общество? Привет. И вот, когда ты прошел все этапы – отрицание, мне это не нравится, гнев, торг. Кто еще упадет, посмотрим. И депрессию, наконец наступает стадия принятия. Что если поверить в то, что я сапсерфер? И все становится иначе. О, Ути! Едут создаватели волн. Зацени, что могу! У меня? Спасибо. Один здесь. Скучаешь? 5 евро прокачу. Мне отбить поездку надо. 2 раза прокачу. Туда-обратно. 10 будет стоить. Вообще, конечно, красота. Вот что я вам хочу сказать. Солнышко, я, мой сад. Прям как-то хорошо. Всем привет. И это мой курс «Успешный успех». Я король мира, король Риги. А тут водятся какие-нибудь рыбы страшные? Ты понимаешь, да, трудности еще будут, но ты с ними справишься. Потому что я весы по знаку зодиака. Баланс in my blood. Пока, куда? А я? Быстро доберусь. Рига – город, который приветствует своим прошлым и дарит веру в будущее. Здесь очень как-то welcoming, я бы сказала. Это место, где мосты не только соединяют берега, но и открывают новые пути для каждого. Кто-то найдет свое в старых районах города среди молодежи. А кто-то за пределами городской суеты. Мечта. Главное – помнить. Иногда можно плыть по течению, Не, ну это прикольно. но лучше направлять его самому. Так, почему я, человек успешный, молодой, красивый, богатый, должен ждать Соню? Это что такое вообще? Боже, ну все, спокойно, я уже здесь. Как обычно. Ты 2 дня, наверное, не ела, чтобы позволить себе вот это, да? Вообще-то, я прекрасно провела время. Ты вообще здесь цены видел? Я видел. Я, значит, на $100 стоит. Прекрасно жила, офигенная квартира, много ела и плавала. Ничего себе, плавала прям. Да, а ты что делал? Ну, куда скромнее. Я просто пошел в шикарный грузинский ресторан и оставил там за 1 раз 500 евро. Боже. Ну и что, вот ты бы переехал в Ригу? В Ригу? Да, определенно. Отличный город для иммиграции. Получается, переезжаем? Подожди, сначала доедем до конца, все, посмотрим, и потом сюда вернемся. Договорились. Возьмем их с собой. Нет, все. Друзья мои, увидимся в следующем До городе. встречи. Пока. А можно я на золотую карту такое вот еще одно? Бабки есть, куплю даже 2. Но себе. Дорогие друзья, а если вы, как и мы, любите путешествовать, то обязательно вступайте в наше сообщество «Орел и Решка» в приложении Relife. Делитесь своими впечатлениями, советами и лайфхаками путешествий и жизни в разных странах. А по ссылке в описании вас ждет наш подробный гайд по Риге.